Привет, друзья! Тема, которая волнует всех, кто задумал ремонт, какие тренды в дизайне интерьера актуальны в этом году. Об этом спрашивают все. При этом самые распространенные комментарии под роликами о трендах: ерунда это все, а если тренд поменяется, что мне потом интерьер переделывать? И наоборот, для тех, у кого коммерческая недвижимость, например, какой-то отель, ресторан или кафе, просто необходимо создать вау-эффект и ультрамодный авангардный интерьер. В предыдущих роликах я в основном говорил о глобальных трендах, но многим это показалось слишком неконкретным. Давайте сегодня обсудим прикладные тренды и декоративные приемы, актуальные в дизайне интерьера сейчас. Меня зовут Сенчуков Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу вам о 5 трендах года и есть ли вообще смысл придерживаться этих трендов. Цвет года. Из года в год интерьерные тренды меняются очень медленно. Вы же не будете каждые полгода перекрашивать стены. Хотя я уверен, такие люди найдутся. Правильнее обсуждать глобальные цветовые тенденции, актуальные хотя бы на 5-10 лет, а не цвет года. Хотя такой вопрос я тоже постоянно получаю. Подскажи, какой цвет моден именно сейчас. Есть признанная во всем мире компания Pantone. Она разрабатывает цветовые схемы для текстильной промышленности, товаров для дома и многих других областей, работающих с колористикой. В эту компанию входит Институт цвета. Сотрудники анализируют тенденции подиумов Парижа, Милана и Лондона, социальные сети, одежду, которую носят на улицах, арт-проекты, поп-культуру и многое другое. Проводят исследования, как оттенки влияют на эмоции, поведение, покупательский спрос. И по итогу исследования объявляется цвет года. Но если честно, что с этим цветом года делать, я не очень понимаю. Давайте я покажу вам эти цвета за последние 20 лет. Тигровая лилия, синяя бирюза, песочный доллар, перец чили, синий ирис, мимоза, бирюзовый, жимолость, танжериновая танго, изумруд, лучезарная орхидея, марсала, спокойствие, розовый кварц, зелень, ультрафиолет, живой коралл, классический синий, безупречный серый, освещающий, барвинок, вива маджента, персиковый мусс. Если честно, мне очень сложно поверить в серьезность всего этого мероприятия. Выбирать цвет стен по советам Pantone все равно, что выбирать жену по советам астролога. Многие так и делают, а виноваты потом звезды. Главный вопрос для меня – поможет ли цвет года быть модным? Или наоборот, вы выберете именно ваш цвет и будете отличаться от массы? Хотя, знаете, есть такие люди, которые отличаются от массы странной одеждой и на которых не очень хочется равняться, их обычно называют городские сумасшедшие. Поэтому важные детали. В этом году Pantone объявил цветом года Mocha Mousse. Я процитирую описание. Вызывающий, богатый, коричневый цвет с чувственным теплом. Сочетает наше желание комфорта и роскоши. Земной, но утонченный коричневый цвет питает наши чувства. Сложный и роскошный, классический, вызывает чувство уюта дома, независимо в каком элементе интерьера он появляется. Пол, стены, декор или в натуральных материалах, таких как дерево, камень, ротанг, кожа и лен. Давайте попробую перевести с модного языка на человеческий. Все мы хотим себе уютный, комфортный, выглядящий дорого интерьер, при этом никто не хочет кричащий и пафосный. Тихая роскошь актуальна сейчас как никогда. Все уже устали от аскетичных серых минималистичных интерьеров и хотят уйти от авангарда к спокойной современной классике. И я говорю не про гипс и золотые вензеля, а про мягкие формы и ценность предметов. Ну и, конечно, такой интерьер ассоциируется с природными цветами и натуральными материалами. Но если отойти от цвета года, то все коричневые цвета были актуальны еще в прошлом году, именно из-за связи с природной цветовой гаммой. Цвет может быть как мягким нейтральным, так и насыщенным ярким акцентом. Коричневый цвет ассоциируется с землей и теплой глиной, актуален вне времени и трендов. Следующие цвета, которые постоянно встречаются на страницах модных журналов и в интерьерах от нашей дизайн-студии, это насыщенный бордовый, темно-синий, зеленый и терракотовый. Они делают пространство глубоким и изысканным. Эти цвета ассоциируются с уютом и спокойствием. В интерьере также появляются каштаново-коричневые и болотно-зеленые цвета. В общем, самое правильное – это брать цвет из природы. Цвет неба, мха, земли, деревьев. Но важно, чтобы это была локальная природа. Например, в заполярном Мурманске будет очень странно увидеть африканскую саванну. Или в солнечном Сочи белые стены с холодными акцентами северной природы. Животные принты. Когда я впервые увидел на недавнем парижском интерьерном салоне, что этот тренд снова набирает силу, я испугался. Все, 90-ки вернулись? Но, тем не менее, это реальность, и, возможно, не все так плохо. Анималистичные принты в модной индустрии – это всегда смело и выразительно.
и за десятилетия стала вечной классикой. Такие узоры ассоциируются с природой и уверенностью в себе. Но, конечно же, надо ко всему относиться со вкусом и пониманием, иначе дикий леопард может превратиться в подранную кошечку. В древние времена меха и шкуры были признаком статуса и силы, а в 20 веке символизируют роскошь и даже провокацию, войдя в массовую культуру. Самый модный анималистичный принт – это леопард, и он так и остается актуальным. Но специалисты в моде пишут, что зебра в этом году может его сменить. Еще один новый модный рисунок – это змеиная кожа. При этом рисунок может быть в ярких цветах. Другой набирающий обороты тренд – это изображение рисунка коровьей кожи. Принты с животными – один из главных трендов в наступающем году. Они почти всегда хорошо работают практически с любой цветовой гаммой, подходят под разные стилистики и оживляют интерьер. Лихорадка джунглей захватила обои, текстиль, ковры и даже декор. Но надо быть очень аккуратным. Главный секрет, как не испортить интерьер данным приемом, это чувство меры и баланс. Но можно, конечно, выбрать счастье и создать интерьер в стиле Леонтьева. А если серьезно, пусть анималистичный принт будет единственным ярким акцентом в вашей квартире. Например, леопардовый текстиль в бежевом или черном интерьере. Выбирайте спокойные оттенки для фона – черный, белый, коричневый или бежевый. Это сбалансирует интерьер с ярким принтом. Для меня, конечно, это тренд для самых смелых модников. И если вы хотите попробовать, то начните, пожалуйста, с чего-то некрупного, от чего можно будет легко избавиться. Подушки, абажуры, туфли в прихожей, бенгальская кошка. Шучу. В общем, не начинайте с огромного дивана в тигровую полоску. Нет глянцу, да текстуре. Недавно мы делали обзор роскошной квартиры с нашим дизайном в Петербурге. Все стены в ней покрыты фактурными обоями. Я пытался вспомнить, в каком еще проекте у нас на большинстве стен обои, а не ровная покраска, и не смог. Простые крашеные стены по-прежнему в моде. Они являются идеальным фоном для предметов и декора и усиливают эффект в интерьере. Но если стен очень много, они могут показаться нам скучными или слишком пустыми. Нам хочется усложнить атмосферу и уйти от тотального минимализма. Нам на помощь приходят текстуры и фактуры. Это может быть как декоративная штукатурка с легкой текстурой, так и деревянные или гипсовые поверхности, имеющие совсем лаконичную или более сложную фактуру. Если вы любитель лофта, то шершавые стены должны быть настоящими. Желательно, чтобы это было промышленное здание. Не надо имитировать лофт, не надо приклеивать этот кирпичик, иначе велика вероятность, что у вас получится пивной бар. В жилых новостройках в виде исключения можно оставить потолок из плиты перекрытия. Это настоящий материал, имеющий красивую текстуру и историю. А сейчас в моде именно натуральность. Но если у вас потолок покрыт плесенью, то такая натуральность не подходит. Это небезопасно. Простой ровный фасад можно обыграть шахматным рисунком разнонаправленного шпона или сделать так, чтобы цвет отличался буквально на полтона. Этот прием моментально сделает интерьер интереснее и многослойней. Это же касается и текстур. Глянец никогда не будет приятен на ощупь. Бархат, замша, шерсть. Все эти фактурные материалы добавят текстур, уюта и тепла. Вам захочется потрогать ваш интерьер. Глянцевые стены уже давно являются антитрендом. Фактуры и текстуры сделают интерьер запоминающимся и выразительным. Но главное помните, что чем более матовую краску вы используете, тем сложнее будет с нее убирать пятна и грязь. Это очень важный момент, о котором надо помнить. Проще будет, если на стены нанесено декоративное покрытие. Декоративную поблескивающую штукатурку, которую все называют шелк, сменила бархатная матовая замша. Матовые фактурные покрытия подчеркнут характер интерьера, сделают его визуально мягким и уютным. Металл. Драгоценные металлы всегда очень ценились и использовались в оформлении интерьеров. Но являясь природным материалом, обычный черный металл сейчас тоже очень актуален и сочетается в декоре с керамикой, деревом и стеклом. Он помогает дополнить интерьер текстурами и сделать его более глубоким. Элементы из металла подойдут как для брутального лофта и минимализма, так и для современной классики и арт-деко. Нюансы, связанные со стилистикой, коснутся только выбора вида металла и его обработки. Изделиями из металла могут быть декоративные предметы, перегородки, светильники, элементы декора и многое другое. Чтобы интерьер был теплым и уютным, обязательно разбавляйте холодный металл деревянными поверхностями и живыми цветами. Если честно, я уже устал следить за тем, как популярные желтые металлы сменяют черные и серые, и наоборот. В одном сезоне на неделе моды в тренде матовые шлифованные поверхности, а в другом уже глянцевые полированные. Потом все опять меняется.
Мне кажется, это происходит, когда партия глянцевых смесителей уже распродана. Поэтому подходите к выбору материала не с позиции моды, а с того, какой металл подходит под вашу концепцию. И, кстати, еще один тренд, связанный с металлом, это кухня из нержавейки. Для кого-то это, конечно же, вызовет ассоциации с больницей или даже моргом, но у меня прямая ассоциация с открытой кухней в дорогом ресторане. Такая кухня долговечная, прочная, вне времени и ассоциируется с чистотой. И главный минус такой кухни не то, что металл рождает ассоциации с больницей, а то, что цена на такие кухни способна довести до больницы. Об этом, кстати, большинство не подозревает. Все думают, что открыть ларек шавермы – это вообще недорого. А вы знаете, сколько сейчас стоит лист нержавейки? В наше время существуют декоративные краски, которые можно нанести на черный металл или МДФ и с большой достоверностью сымитировать драгоценные металлы. Но все равно, если настоящий металл окажется рядом, то вы сразу же заметите разницу. Я встречался с этим на практике, это прямо сразу видно. По сути, такие краски создают бижутерию в мире отделки. Но если бюджет идет, разговор идет о миллионах, то, наверное, стоит об этом задуматься. Меня очень часто спрашивают, насколько плохо, если у меня в интерьере будет и золото, и латунь. Можно ли сочетать серую сталь и желтое золото? Это, конечно, больше дело вкуса. Есть же люди, которые ходят полностью в черном, и все остальные сочетания для них не существуют. А есть те, кто одевается пестро. Или кто-то рисует интерьеры, состоящие из одного цвета. Или вообще из отсутствия цвета. Но для меня разные ценные металлы, породы камня и дерева могут вполне сочетаться. Главная ошибка, если рядом с дорогим металлом или камнем будет дешевый пластик или другая имитация. Вот это очень плохо. А, например, в ювелирных изделиях очень часто сочетаются два драгоценных металла. Все видели желтое золото вперемешку с белым. Все дело в пропорциях и концепции. Если у вас есть такая возможность, обязательно используйте металлические изделия в ваших интерьерах. Металл прекрасен. Акцент на комфорте. И все-таки я не могу не обсудить глобальный тренд. Мне кажется, он всем очень понятен. Это здоровье, комфорт и расслабление. Нам всем нужно место, где можно было бы прийти в себя и восстановить силы. Сейчас так много разговоров о ментальном и физическом здоровье. Создается ощущение, что каждый второй в сети – проработанный психолог или нутрициолог. Экологичные материалы тоже все больше в тренде. И часто можно услышать вопрос о формальдегидах и излучениях. Все это выражается в интерьере, в природных натуральных материалах, цветовой гамме и формах из мира природы. Все хотят видеть у себя дома не просто красивый интерьер, а пространство, заполненное комфортом. Слишком вычурные и нагруженные интерьеры сменяются лаконичными, но продуманными. Вряд ли вы захотите в гостиной огромный, красивый, но некомфортный диван. Многие даже готовы сделать уступки в пользу комфорта. Я очень часто слышал от заказчиков: это мой старый диван, он выглядит уже не очень, но на нем так удобно лежать, можем его оставить. Например, мы, когда разрабатывали свои диваны Тепло Концепт, старались думать именно о комфорте в первую очередь. Но мебель должна быть не только удобной, но и многофункциональной. Менять форму и роль в зависимости от потребностей. Например, нас постоянно просят, чтобы диван имел возможность хотя бы иногда раскладываться. Хотя это влияет на внешний вид дивана не всегда хорошо. Особенно это актуально для небольших квартир. Освещение тоже один из важнейших элементов в комфорте. Световые приборы – это не только атмосфера, но и функционал. Свет обязательно должен регулироваться. Еще в идеале он должен быть разбит по группам по типу. Пионер светодизайна Ричард Келли называл эти группы так: свет, чтобы видеть – это необходимый минимум света. Свет, чтобы увидеть – это свет, фокусирующий внимание на определенном объекте. И свет, чтобы смотреть – декоративный свет, притягивающий внимание, когда вы подсвечиваете какой-то красивый элемент вашего интерьера. Умные устройства добавляют в интерьер еще больше комфорта. Мы можем настроить автоматизацию всех важных процессов в доме и управлять ими со смартфона. При необходимости удаленно. Чаще всего это управление светом, но также это может быть вентиляция, кондиционирование, отопление, видеонаблюдение, уборка и многое другое. Голосовые помощники тоже уже воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. А в моем детстве такое было возможно только в фантастических фильмах о далеком будущем. Из всех этих деталей и собирается комфорт вашего интерьера. Я уже 20 лет занимаюсь дизайном интерьера и наблюдаю за трендами. Это всегда микс из актуальных потребностей человека, технологий и маркетинга, с огромным перекосом именно на маркетинг. Новинки в мире дизайна – это практически всегда переосмысление того, что уже придумано. И кардинальные перемены возникают только в случае появления новых технологий. При этом часто возникает такая ситуация, когда все бросаются на новую технологию, даже не разобравшись, насколько она актуальна. Я считаю так: интерьер и ремонт в нем –
это довольно консервативная история. Ремонт, особенно учитывая цены на рынке сегодня, мы делаем надолго. Поэтому надо очень аккуратно смотреть на тренды и главное отделять то, что нравится и откликается именно в вас, от того, что нам навязывают, и то, зачем бежит большинство. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие тренды у вас откликнулись, какие вы считаете актуальными, а каких лучше забыть, и насколько вообще важно следовать этим трендам. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, социальные сети, чтобы не пропустить новые идеи для вашего интерьера. Пока-пока!